Около 2 лет назад я ехал домой с семейной встречи довольно поздно вечером, и поездка заняла около 2 часов. Я не остался на ночь, потому что на следующий день мне нужно было вернуться на работу. Большая часть поездки проходила по дорогам с густыми кустами и деревьями по обеим сторонам, настоящая жуть, как в фильмах ужасов. В любом случае, я ехал около 45 минут и начал сильно уставать. Я знал, что не продержусь долго, но мне не попадалось ни одного места, где можно было бы припарковаться и безопасно поспать. Так или иначе, после того, как мне стало ясно, что место для остановки мне не найти, а усталость не проходит, я сделал нечто весьма сомнительное. Я съехал на обочину, а затем заехал за кусты, чтобы попытаться спрятать свою машину от всех, кто проезжал мимо. Мысленно отметил, что время 23 часа 22 минуты, а затем заснул. Некоторое время спустя я проснулся от царапающего звука. Я посмотрел на часы. 23 часа 50 минут. Звук прекратился через несколько секунд, и поскольку я все еще был очень уставшим, я не стал оглядываться и проверять, а просто снова заснул. Позже я проснулся от того же звука, было 0 часов 40 минут. На этот раз это меня очень напугало, потому что звук не прекращался. В голове промелькнула мысль, что это всего лишь животное, осматривающее машину. Но почему оно вернулось почти через час после того, как ушло в прошлый раз? Я посмотрел в зеркало заднего вида и успел увидеть что-то, убегающее в лес. В тот момент я подумал, что это был чертов убийца или маньяк из фильмов, который царапает машину, а затем убивает парня, когда тот выходит, чтобы проверить, все ли в порядке. Естественно, решил убрался оттуда. Не дальше, чем в 100 ярдах от дороги, был поворот, и когда я обогнул его, я увидел машину, припаркованную на обочине с открытой водительской дверью. Я притормозил, чтобы посмотреть, есть ли там кто-нибудь, но никого не оказалось. Затем я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, как на машину бежал огромный мужчина и кричит: «Эй! Эй, ты! Убирайся к черту от моей машины! Немедленно!» Из-за неожиданности я резко нажал на газ и быстро уехал из этого места. У меня были замечательные родители, которые позволяли мне спать в гостиной по выходным, когда я был очень маленьким, потому что моя сестра спала чутко, а я мог резвиться до рассвета. Итак, однажды ночью я просыпаюсь от покалывания, будто мой организм сам решил разбудить меня. Я сел на диван и уставился в окно напротив. Мы жили в сельской местности Джорджии, поэтому вы можете себе представить размеры деревьев. В идеальном свете луны я увидел чей-то силуэт на этом огромном дереве. Он стоял в полный рост на ветвях. Наша собака тоже это увидела, бросилась к окну и стала рычать. В ужасе я вбегаю в комнату родителей и пытаюсь объяснить родителям, что снаружи находится странный человек. Папа схватил какую-то железяку и выбежал с собакой на улицу. Я дрожал в маминых объятиях. Когда папа вернулся, то пошел спать, так как ничего странного во дворе не было. Остаток ночи я решил проспать у себя в спальне вместе с сестрой. Однако большое дерево было видно и в это окно. Я почти уснул, когда заметил, что в лунном свете фигура в черном подавала мне знак «тише», а затем быстро спустилась по стволу дерева вниз и убежала. Клянусь, я не мог перестать плакать несколько часов. Итак, в прошлые выходные на меня и мою девушку напал призрак. Я должен упомянуть, что моя семья имеет долгую историю способности видеть и чувствовать призраков, начиная с моей прабабушки. Мой отец был очень чувствителен к такого рода вещам и часто рассказывал мне о своем опыте общения с призраками в моем доме и о своем опыте с доской для спиритических сеансов, с которой он играл, когда был моложе. Мы с братом оба можем видеть и чувствовать их присутствие, и он говорил о женщине в белом, которая бродила по дому, чаще всего по его комнате. Мы оба видели ее. Это продолжается вот уже несколько лет, но она нас никогда особо не беспокоила, поэтому мы не были против ее присутствия. Однако в последнее время у меня появилось ощущение, что в доме может быть что-то более зловещее. В прошлые выходные мы с моей девушкой лежали в постели, когда внезапно наша собака резко проснулась и побежала к шторам, заметавшись взад-вперед. Я пытался ее успокоить, но она не хотела сидеть на месте, поэтому я открыл шторы и вывел ее на улицу, чтобы показать, что там ничего нет. Когда мы вернулись, моя девушка сказала мне, что она почувствовала запах гари, и я тоже это заметил, поэтому пошел наверх, чтобы проверить это. Мой брат тоже задал этот вопрос.
Изначально я списал это на то, что сосед жжет пластик или что-то в этом роде, и решил закрыть шторы и вернуться в постель. Пока мы ложились, собака все еще в ярости и металась по комнате, преследуя что-то. Поэтому я в шутку смотрю на свою девушку и говорю: «Ох, осторожнее, это призрак». Ей это не показалось забавным, и мы решили проверить мою теорию. У меня есть костюм, висящий на стене. Кондиционер выключен, ветра в комнате нет, и просто ради шутки я говорю: если вы там, пошевелите штаны, которые висят на крючке. И, конечно же, в тот самый момент они начали раскачиваться взад и вперед. Затем мы решаем проверить призрака еще раз и приказываем ему открыть шторы. Занавески начинают медленно открываться. Наша собака успокоилась, но она явно была напугана. Затем я приказываю призраку переместить мой государственный флаг, который висит на стене рядом с нашей собакой. Флаг не шелохнулся, но зато собака, поджав хвост, убежала в другой конец комнаты и спряталась за моей девушкой. Я подошел к ним, воздух в комнате был ледяным. В этот момент я абсолютно точно знал, что здесь обитает призрак, однако я не был уверен, стоит ли беспокоиться о нем, поскольку вокруг моего дома обитает еще 3-4 призрака, и меня беспокоит только один. Так как все мы были напуганы, я стал грозиться, что выгоню его. Снял крест и ходил с ним по комнате, читая Библию. Потом, когда я лег обратно, моя левая лопатка начала гореть. Моя подруга проверила это и действительно обнаружила, что именно там, где пекло, было множество царапин. Я очень разозлился и начал кричать на призрака и говорить, что собираюсь его выгнать. После этого у меня начала гореть вся спина. Ни я, ни моя девушка спину не чесали. Все это произошло за 2 минуты. Она снова осмотрела меня, и теперь вся моя спина была расцарапана. Мне было действительно очень больно, а моя девушка захотела выйти из комнаты как можно скорее, поэтому мы выбежали и спустились по лестнице вниз. Как только мы вышли из дома, нам сразу стало лучше, а спина практически сразу перестала гореть. В ту ночь мы не сомкнули глаз. На месте царапин остались шрамы. История произошла, когда мне было 10 лет, и я поехал с мамой в один санаторий. Там познакомился с парочкой детей. В санатории было дико скучно, и единственным развлечением был кинотеатр, в котором показывали фильмы времен СССР. Туда мы ходили редко, и чтобы не умереть от однотипности дней, мы начали придумывать различные истории, которые произошли на месте этого санатория. Кровавая Мэри, кладбище вокруг санатория и так далее. Да, это звучит глупо, но мы были детьми. Возможно, некоторые из этих историй сильно тронули меня, ведь то, что произошло дальше, до сих пор вводит меня в ужас. Было 3 часа дня, все лечебные процедуры были окончены, и мы с другом пошли во 2-й корпус к нашему общему товарищу. Как только мы переступили порог комнаты, друг остановился. Я посмотрел на него, так как не понял, почему он стоит. Наконец, подняв глаза, я увидел прозрачную женщину в белом платье и черными до локтей волосами. Самое ужасное, что она не стояла, не двигалась, а левитировала. Ее ноги были на 30 сантиметров оторваны от земли, и мы оба ее видели. Спустя 4 года я снова ее увидел уже в своей квартире. Она пролетела из комнаты родителей на кухню. Я выбежал из дома, а зайти обратно смог только вместе с папой. Сидел, как обычно, в интернете и не заметил, как уже было 3 часа ночи. Лег спать, но всю ночь у меня было стойкое ощущение, будто за мной кто-то следит и смотрит в окно. Это практически невозможно, ведь я живу на 2-м этаже частного дома, и дверь в комнату закрыта. Через час или полтора я проснулся от странного скрипа, но не смог пошевелиться. У меня случился сонный паралич, которого до этого никогда не было. Осознал я это лишь тогда, когда увидел, как ручка моей двери начала медленно проворачиваться, и в дверь зашла мама. Раньше она никогда так ночью не делала. С ней было что-то не так. Она встала, оперлась на дверной проем и стала смотреть словно мне в душу. Мне было очень жутко. Прошло около пары минут, и я попытался встать, но все было безуспешно. Мои попытки издать хоть какой-то звук не увенчались успехом. Моя мама не была черным силуэтом, как у многих при параличе. Она слегка светилась лунным, голубоватым светом, но выглядела все равно очень пугающе. Особенно ее пристальный взгляд.